Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня, как вы видите, буду раскрашивать в Ханне Карлсон «Рассветный час». Здесь у меня уже так как-то получается, что идет что-то даже по порядку. Ну вот я только вот это не раскрасила, вот это. Хотя изначально я красила не по порядку, и в принципе сейчас не ставлю такую перед собой цель. И сегодня я, скорее всего, не буду соблюдать эту последовательность. Вот. Так, немножко покажу. Мне, в принципе, нравится. И в теории я должна была бы, наверное, сегодня вот эту иллюстрацию делать. Но я ее оставлю на следующий раз. Вообще в том месяце, как вы помните, я не брала эти раскраски, у меня было вообще как-то маловато работ. Ну вот этот я сейчас тоже вынуждена пропущу, я как бы не хочу на этот месяц все это брать. Вот. Можно было бы вот это раскрасить, и я в этот раз тоже не совсем хочу этим заниматься. Ну, нет у меня настроения. Тут разворот у меня сделан. Здесь, в общем-то, мне, кстати, вот это очень нравится, как получилось. Вот. Так, сейчас покажу, что я буду раскрашивать. Так. А буду я раскрашивать, как ни странно, вот эту. Здесь есть одна иллюстрация, которая... Так, сейчас покажу, что именно... с кошаком. Я ее когда-то раскрасила, вот такую. Естественно, не самую первую, но когда у меня еще не было раскрасок от Ханны, но я их даже, кстати, не собиралась покупать, но я думала, что все-таки, если я, допустим, куплю или у меня каким-то образом появится, то, наверное, я тоже вот раскрашу как-нибудь по-простому красками кота и, может быть, какую-нибудь девушку. Ну, как это делали раньше. Вот, когда еще все портреты там не красили. Вот, ну и, в общем-то, кота я раскрасила и даже вполне довольна. Ну и, соответственно, я решила, что вот эта иллюстрация вполне подойдет для того, чтобы раскрасить акварелью, по крайней мере, частично. Ну и я подумала, что лицо уж точно я раскрашу именно так. Здесь у меня с прошлого влога лежат карандаши, они мне еще потребуются. Вот, я вообще-то прям сегодня не собиралась снимать очередной влог. У меня тут 3 раскраски, которые я планирую, хотя есть еще одна. Но я думаю, что на этот месяц будет уже достаточно. Вот, ну, я проснулась раньше обычного. Сегодня же воскресенье, я должна ехать в студию на Новослободскую. Ну, мне прям в 7 утра позвонили, написали, сказали, что, типа, у них там проблемы с помещением, и нам надо ехать не на Павелецкую, а на Новослободскую. Ну, я, конечно, очень, в кавычках, рада, но ничего не поделаешь, потому что раньше нас такие новости заставали уже под дверью на Новослободской, и мы ругались, требовали возврата денег. Так, я сейчас налью водички. Водичку я налила в свою прекрасную сову. Ну и приступлю к раскрашиванию. В общем, встала я по этой причине рано, заснуть я уже не могу. В принципе, не так-то много у меня времени, ну и ладно. Пораскрашиваю. Так, соответственно, сделаю ей кожу таким цветом. Естественно или неестественно, это будет без разницы. Я так хочу. Вот. Ну вот, хочется мне и все тут. Так, только надо посмотреть. Ой, а здесь у меня, видите, сухая пастель. Это, конечно, очень удачная идея. Здесь теперь акварелью раскрашивать. Ну, ладно. Как будет, так и будет.
И потом уже пойду собираться, завтракать и тому подобное. Да, нежданчик. Особенный нежданчик с попаданием в помещение. Надо разобраться еще совсем с этим надо. Ладно. Новослободская нам была удобна. Ну, мы там уже порешаем. Ближе к делу. К следующему занятию. Так, теперь еще раз посмотрю здесь. Ну нет, вроде все нормально. Наверное, надо где-нибудь вот здесь потемней. А уже потом остатки растянуть, скорее всего, так. Ну, кстати, здесь акварель хорошо так себя ведет-то вроде. Мне, в принципе, нравится. Каких-то проблем нету. Так что сегодня... Ой, надо зонтик взять. И сегодня я, конечно, пойду уже гулять на ЦСКА с Павелецкой. Ну да, Павелецкая ко мне от моего дома даже ближе Новослободской. Но лучше бы была Новослободская. А я еще вчера почему-то вечером за ужином почему-то вдруг вспомнила, как мы год назад искали. Ну, думали, где мы будем. Все такое. Как мы потом от них переезжать собирались. Вспомнила про приложение, где ищется аренда этих самых балетных залов. Бонусы даются. И вот предполагала, видать, какой-то разговор такой. Ну, посмотрим. В принципе, если заведут разговор о повышении арендной платы, то, конечно, мы свалим. Вот. Хотя ученице удобно, тоже, в принципе, как и мне удобно. Потому что у нее, она живет, где там водный стадион, там речной вокзал, что-то в этом духе. Так, только как-то вот нос у нее. Конечно, на камеру не так видно, как в реальности. Я к тому, что в жизни поярче все это дело. Вот. Не знаю, вот здесь вот ей кожу прорисовывать или что-то другое. Наверное, все-таки сделаю-ка я ей кожу. Для простоты. Все равно непонятно, что тут на ней. Не, вот сейчас все подсохло, мне нормально видно, вообще хорошо даже получается. Мне, конечно, очень бы хотелось проводить занятия где-нибудь на ЦСКА, но
принципе, ученице еще ближе было бы, но там дороговато. Мы когда это обсуждали, на тот момент разница была, ну, как указано на сайте, невелика, там в 100 рублей. Ученица, конечно, была согласна даже, но выяснялось, что аж на 200, а в других районах Москвы можно платить за час меньше. Ну, потому что сейчас мы платим 600 рублей в час за аренду. На ЦСКА просили 800, а можно найти за 250, за 350, вот так. Ладно, будем смотреть. Ну, просто ученица до меня ехать. У меня удобно расположен зал, но ей все равно тратить достаточно много времени. Ей как бы проще заплатить за аренду. Так, ну что, в принципе, здесь все в порядке. Вот так вот получается. Так, и что это вообще? У нее как волосы тут? В общем, странно. Ладно. Так, возьму я. Я даже не знаю, как ей акварелью волосы красить. По-моему, я никогда не пробовала. Сейчас попробую, как это можно сделать. Вот этот, что ли, цвет взять? Мне почему-то захотелось так раскрасить. Так, сейчас я еще покажу. Я не знаю, как получится. Карандашами мне, конечно, именно такое, особенно волосы, красить как-то более привычно, стандартно. Да, еще не ровен час, я сегодня и не поеду гулять. У меня что-то голова еще разболелась. Хотя, скорее всего, пойду гулять. После занятия взбодрюсь. Так, ну если что, можно будет дорабатывать карандашами, наверное, здесь. Скорее всего. В общем, сейчас еще немножко пораскрашиваю на камеру. Будет такой, наверное, ну, небольшой влог. А может быть, несколькими файлами сниму. То есть, так. Вот здесь вот это я напрасно сделала. Так. Вообще непонятно, что это такое. Очень странненько. Ну ладно. Пусть будет так. Я извиняюсь, я просто еще вообще какая-то сонная.
Я ужасно хочу кофе. Я всяко себе стараюсь еще приучить, вставая там, допустим, утром пить воду. Ну как приучить? Я приучила себя, но понимаю, что скорее надо отучиваться. А мне это некомфортно, моему организму, начинать день с воды. То есть, потому что даже вот это вот все, когда там говорят правильно, что-то неправильно, на самом деле любые вот эти вещи, которые якобы полезны, это чей-то образ жизни, который человеку подошел. Но для другого человека это именно вот вырабатывание привычек, потому что это не его образ жизни, и если это так, то это даже неправильно. Это, знаете, как вот люди, которые сидят на диетах, да, и пробуют много диет, им не помогает, люди срываются. А именно я всегда говорю, всегда, допустим, своих учениц учу тому, что диеты, да, это чей-то образ жизни. И, соответственно, она помогла, потому что это образ жизни, основанный, который человек там выработал когда-то на себе, например, на своих потребностях, потому что он себя знает. Вот. И поэтому диета сработала. А потом, да, это стало, но для него это образ жизни, да, а потом это стало уже, допустим, диетой, но уже для других людей, потому что для других людей это ж не образ жизни, хотя иногда бывает что-то совпадает у людей, такое тоже возможно, вот, тогда это тоже срабатывает и становится комфортно. А для большинства это получаются там срывы, еще что-то. Поэтому я, например, всегда своих учениц, всегда им говорю, что нужно подбирать под себя и слушать себя. Вот. Так что с водой то же самое. Мне вот это некомфортно, то есть я налила себе стакан воды, там 300 с чем-то миллилитров. Понятно, что я его сразу не выпила, естественно, залпом, да, но того даже, что я выпила, мне уже на желудок очень сильно некомфортно. Хотя я там сделала, в принципе, небольшой глоток. У меня еще последние дни невралгия, но давно, кстати, не было ее. А тут подкралась. Не знаю. В общем, особенно такие моменты в кавычках радуют, когда нужно из дома выезжать, понимаете? Ладно, дома это ерунда. В общем, сейчас пойду завтракать, варить себе кофе. Ну, как-то вот так получается. Видимо, потом я буду еще дорабатывать все такое карандашами. Так, ну и что? В общем, сейчас еще здесь вот немножечко пораскрашиваю. И нужно мне будет все собираться идти. А вот здесь-то, это же мочка уха. И вот здесь вот. Так, ну и для равновесия хотя бы одну прядку здесь. В общем, нежданчиком случился влог, хотя я этот влог собиралась еще вчера отснять, в принципе. Но вчера я была дома. Увидите вы это видео гораздо позже.
Ну вот. Видео тогда я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.